Семья из Аляски обнаружила трехнедельного котенка на своем дворе. Задние лапы у него не работали. Он отбился от выводка, а маму-кошку что-то спугнуло, и она сбежала с остальными детьми, в панике бросив одного из них. Мы связались с коллегами, командой по реабилитации и усыновлению кошек тундры и Аляски. Они прекрасно поняли, что котенку нужно нестандартное жилье, говорит Шеннон Баснер, основатель Alaska Cats. Транспортировка далась котенку нелегко. Но это не поколебало его воинский дух и природную веселость. Он был не только парализован до пояса, но и не мог самостоятельно принимать пищу. Несколько недель волонтеры кормили его каждые 2-3 часа, пока он не пошел на поправку. При всем при том, котенок умудряется быть непоседой. Его не сломили пережитые трудности, а новых он уже не боится. Малыш с самого начала был склонен к ласке. Он любил сидеть укутанным в одеяло, как в кокон, но постепенно становился все более любопытным. Волонтеры окружили его мягкими игрушками и даже принесли большую плюшевую маму, но котенку всего было мало. У меня дома есть 3 молодые собаки, дружелюбные к кошкам, в том числе Синда, самая прекрасная воспитательница с волшебной душой, рассказывает Шеннон. Это очень пригодилось, поскольку котенку пора было набираться опыта общения с другими животными. Синда, которая дольше жила на улицах, чем в домах, прекрасно понимает спасенных кошек и собак и ладит с ними. Познакомившись с котенком, она тут же взяла над ним шефство. Никто и глазом не успел моргнуть, как он уже свернулся меж ее лап и разразился мурлыканьем. Синда проводила годы в лесах и много раз рожала до того, как ее наконец спасли. При виде ребенка в беде у нее включается материнский инстинкт. Малышу с ней безопасно, он это чувствует и успокаивается в ее объятиях. Когда котенок немного подрос, Шеннон подарила ему чудо-тележку. Я помогала ему делать шаг за шагом, отвлекая то на угощение, то на игру. Сперва просто показывала, как нужно ходить, потом контролировала, как он справляется, и так до тех пор, пока ему не стало удобно, говорит Шеннон. Он довольно быстро освоил колесное устройство и замелькал по комнате. После каждого упражнения Синда лижет ему лапки. Она мирится со всеми его шалостями и любит без всяких «но». Он герой, выживший котенок, строящий дружбу с собаками. Все больше начинает проявляться его игривый нрав. Когда он прижимается к Синди, мурлыча, а на ее морде появляется сладкое просветленное выражение, все на свете кажется правильным, и мы улыбаемся со слезами на глазах. Герою этой истории сейчас уже около 6 месяцев, и он все еще держится за свою няню Хаски будто дитя. Синда любит играть с ним и даже прощает ему спорные кошачьи выходки. Котик процветает под заботой опекунов. Он многому научился от собачьей мамы, а еще он теперь может бегать и резвиться на своей чудо-повозке. Он настоящий вдохновитель. И такой милашка. Все старания Синды полностью себя оправдали.